Привет, дорогие друзья и зрители! Добро пожаловать на канал Diffy. Сегодня у нас необычный выпуск в рамках рубрики Diffy News, посвященный уличным гонкам. Сегодня мы погрузимся полностью в этот мир и разберемся, что именно вы хотите видеть в этой захватывающей игре. Я внимательно слежу за вашими комментариями, оставленными под моими видеороликами на YouTube. И сегодняшний выпуск будет посвящен именно вам. Идея данного ролика Diffy News заключается в том, чтобы предоставить вам возможность поделиться своими идеями, пожеланиями и предложениями относительно игры уличной гонки. Мы будем рассматривать ваши комментарии, обсуждать, какие интересные идеи вы предлагаете. Этот ролик будет интересен и познавателен, и ваш вклад в комментарии может действительно повлиять на развитие игры. Не забывайте поставить лайк под видео, подписаться на мой канал и поделиться этим роликом с друзьями. Ведь чем больше нас будет, тем больше внимания мы привлечем. И это внимание будет привлекаться также к вашим идеям. И, возможно, разработчики игры могут учесть их и отблагодарить вас за вашу активность. Давайте вместе сделаем игру уличной гонки еще более захватывающей и увлекательной. Ну и поехали. Напомню, что все ваши предложения брал из шортика, где спрашивал, чего вам не хватает в УГ. И первое, на что я наткнулся, это был болид Бугатти. В целом, данное название я написал для себя, чтобы помнить, про что и шла мысль. Да, игроки хотят увидеть болид Бугатти, ну как, это определенный пользователь на ютубе оставил коммент, и как бы болид и болид, окей. Но помимо того, что он хочет болид Бугатти, в игре есть еще такие игроки, которые хотят в целом увидеть в игре болиды Формулы 1 и катать на них гонки. Я в целом это прекрасно понимаю, и как бы я это видел в игре. Возможно, это был бы какой-то отдельный класс болидов, которые продавались бы в каком-то отдельном автосалоне по высочайшим ценам, и эти болиды нельзя было бы модифицировать. Их можно было бы просто покупать и как-то настраивать. Для них бы был какой-то отдельный турнир, и тогда бы мы очень хорошо уживались с этими болидами. Понятное дело, что свапать болиды и делать какие-то на них прокачки никто бы вам не разрешил, потому что болид это уже совершенно конструкция. И ставить какие-то нитро, не нитро, но это вообще нелогично и нечестно. Единственное, что я бы, возможно, позволил бы брать двигатели с болидов, это было бы круто. И мне кажется, многие обрадовались бы, если бы такие болиды реально добавили в игру, вот сделали отдельную для них категорию, какой-то класс, добавили новую классификацию, с помощью которой вы смогли бы покупать в каком-то определенном автосалоне эти болиды за определенную сумму. И я думаю, большая часть игроков была бы рада вот такому вот разнообразию. Это я так вижу, напишите в комментах, как вы видите эту идею. Напомню, что взял ее из комментариев к шортику. И вот есть такая часть игроков, которые хотят видеть в игре болиды, в частности, болид Бугатти. Так что, если вам понравилась эта идея или в целом идеи, которые прозвучат, распространяйте этот ролик, привлекайте модераторов, разработчиков. Какую-то идею они точно оценят и внесут в игру. Ну а мы идем к следующему предложению. Предложение номер 2. Онлайн авторынок, то есть рынок, где вы могли бы продавать свои автомобили между игроками. Это предложение ходит уже давно-давно по сети, многие хотят это увидеть, и честно, мне кажется, это было бы круто, но с какой-то точки зрения это могло бы убить экономику игры, потому что были такие люди, которые крутили на этом бы монеты. Но я думаю, с этим можно было бы бороться. Реально, вот предложение про создание онлайн-рынка, как сейчас у нас есть рынок деталей, где мы можем продавать чертежи, было бы круто. Пришел, выставил автомобиль по своей цене, со своими деталями, со своим винилом, кому-то понравился, он его у вас купил. И это было бы неплохая альтернатива скупщику. Да, возможно, это было бы чуть дольше, возможно, это было бы доступно игрокам с премиум, но это было бы классно. И многие это оценили. И эту идею я очень поддерживаю. Но не будем зацикливаться на ней и пойдем дальше. Предложение номер 3. Добавить новые карты. Да, в игре сейчас не так уж и много карт, и в зависимости от сезона они меняются.
И игрокам кажется, что этих карт недостаточно много, и они бы хотели увидеть большего. И это предложение тоже как бы нужно продвигать. Есть еще предложение номер 4. Новые детали. Многим игрокам кажется, что уже те детали, которые стоят, они всем уже запомнились, и хотелось бы какого-то разнообразия в деталях. В этом плане я согласен, хотелось бы увидеть новые детали в игре, но хотелось бы, чтобы не добавили сразу новые топ-детали, которые пришлось бы заменить на каждом автомобиле, а хотелось бы, чтобы добавили просто альтернативу тем деталям, которые есть. То есть они были равноценные, возможно где-то лучше, а где-то хуже. Вот этого хочется. Предложение номер 5. Новые машины. Да, в игре появляются новые автомобили, и это, конечно же, неплохо, но хотелось бы увидеть релиз, допустим, 5 автомобилей за раз, 10, чтобы добавлялись паками все новые и новые автомобили, потому что чем их больше, тем круче у вас есть разнообразие. И эту идею я тоже как бы вполне поддерживаю. Также игрокам не хватает не только автомобилей, а конкретно автомобилей внедорожников. То есть хотелось бы увидеть новые автомобили в М-классе, потому что многие считают, что их там мало, многие хотят в М-классе перемен, хотят, чтобы можно было делать машины с двигателями от М-класса, и хотят, чтобы этот класс как-то переделали немножко. Где-то я с ними согласен, но в целом это своя фишка М-класса, и забирать у нее тоже как бы эту фишку не хотелось бы. Поэтому только пока что хотелось бы увидеть новые автомобили в М-классе. Это лично мое мнение. Следующее предложение. Предложение 7. Кастомизация винилов. Да, сейчас кастомизация винилов работает криво, и хотелось бы, чтобы ее как-то улучшили. Сам интерфейс, кстати, тоже по краске тоже хотелось бы, чтобы изменили. Добавили больше возможностей для комфортного создания винилов. Так что пункт подкраски реально нужно развивать. Предложение номер 8. Новые испытания. Всем уже давным-давно надоели те испытания, которые мы имеем. Они никак не меняются, из года в год одни и те же. И предложение подписчика таковое: сделать новые испытания, добавить еще пару каких-то новых испытаний. И в целом не обязательно, чтобы они были завязаны на тематике перевозки. В целом, да, мы можем добавить какие-то новые перевозки, допустим, жидких каких-то грузов. И это было бы тоже интересно, не разлей груз, довези, тоже что-то такое можно было придумать. Перевозка каких-то крупногабаритных грузов, тяжелых грузов, изменение самих карт. Или же, вот мое предложение, добавить какие-то новые испытания, не завязанные на перевозках. Допустим, те же самые ралли, сделать какой-то вылет, то есть как можно выше выпрыгнуть на машине, как можно быстрее разогнаться по грязи или что-то такое, вот такие испытания добавить. И это явно обрадовало большую часть аудитории игры Drag Racing уличные гонки. В целом, каждое приложение по-своему интересно, его надо как-то продвигать, а для этого нужно распространять этот ролик, завлекать сюда модерацию и просить их сделать что-то интересное в игре, потому что обнов давно уже интересных нету, и возможно следующее обновление будет масштабным, и оно нас как-то порадует, будем ждать. Но вот пока это ваши такие предложения, и мы идем смотреть следующее предложение, предложение номер 9. Свой вид топлива. Что это значит? Это для меня небольшая подсказочка. Многие говорят, что в игре было бы неплохо, чтобы каждый автомобиль имел свой вид топлива, то есть бензин, дизель, энергия. Было бы классно, если бы каждый автомобиль вот имел вот свою классификацию, что ему нужно, и чтобы наше топливо в игре разошлось на 3 колоночки, каждая колоночка работала как-то по-своему, энергия получалась бы таким образом, дизель таким, бензин таким, оно что-то бы стоило. И тогда, мне кажется, были бы возможности добавлять новые виды транспорта. И это тоже многим хочется, и я думаю, что реализовать свой вид топлива каждому автомобилю вполне возможно, и это хорошее предложение. Предложение номер 10 реализуемо, кстати. Это электрокары. Многие хотят увидеть в игре электрокары. И да, электрокары как бы особо под Drag Racing не подходят. Но в целом электрокары тоже прокачивают и тоже делают из них реальные пушки, и делать драги на электрокарах было бы тоже классно. И это можно реализовать, если бы в игре появилась вот та же самая энергия, свой вид топлива конкретно под категорию данного автомобиля. И это, конечно же, реализуемо, просто для этого нужно будет подождать. Ну и, конечно же, нужно желание разработчиков.
В целом для таракаров можно было бы выделить отдельный класс, как мы говорили про болиды. Сделать для них такие же ящички, как в М-классе, выбивать оттуда детальки, прокачивать и тоже состязаться. И это тоже порадовало большую часть аудитории, ведь это было бы тоже разнообразие. Идем к следующему предложению. Предложение 11. Это прочее. Это с нами у вас такая небольшая пауза. Это момент, когда вы можете опуститься в комментарии и написать свои идеи, что вы думаете в целом о сказанных мною предложениях, которые писали именно вы. Так что не теряйте свои возможности, спускайтесь. А мы идем к 12 предложению. Больше режимов езды. Кому-то в игре не хватает разнообразия по типу гонок, ПДД, им бы хотелось чего-то большего. И я с ними согласен, ведь можно придумать много прикольных фишечек и добавить их в игру. Например, есть отдельная часть аудитории, которая хочет увидеть в игре режим свободной езды. Не знаю, зачем им это нужно и в целом как это будет реализовано, ведь это было бы скучно, если вы просто стали в трассу и топили в закат. Ведь в игре нет никакой проработки расхода топлива, вы просто вечно ехали до того момента, пока ваш автомобиль бы не перегрелся или бы не сломался. От этого режима я пользы не вижу, но в целом разнообразие режимов езды я бы тоже хотел увидеть. Идем дальше. Следующее предложение номер 13. Детализация покрышек. Тут мы обговорим не только это. Да, детализация покрышек была бы кайфово, если бы покрышки можно было бы там раскрашивать, были бы какие-то на них надписи свои. Это все кайфово. Но было бы еще круче, если бы можно, допустим, было изменить цвет тормозных суппортов. В целом, проработать цвет пружинок, стоек. Вот это все тоже было бы неплохо. Сами покрышки тоже можно было бы детализировать чуть лучше, чтобы было лучше видно протектор. И это предложение тоже поддерживается мной. Идем дальше. Следующее предложение — это предложение номер 14, которое звучит «Награды за достижение». Да, для вас, игроков, это круто, но вы должны уловить одну суть. Когда вы будете получать постоянные награды, вы сможете добиться всего в этой игре. И когда вы всего добиваетесь, зачастую у вас пропадает интерес к игре. И мне кажется, что постоянная награда — это не лучшее, что может быть. И я этот пункт не совсем поддерживаю. Да, награды круто, когда мы получаем, но в меру. Так что это предложение сомнительное, и можете написать, что вы о нем думаете. Предложение номер 15. Новые чертежи. Сразу скажу, классная идея, я тоже хочу видеть новые чертежи в игре, потому что прокачивать автомобили в черные, не особо классно. В целом, систему чертежей тоже можно изменить. Либо добавить новые, либо как-то что-то упростить, изменить и прокачивать автомобили еще больше, и можно в целом все переделать в чертежах, там способы получения и прочее. Короче, идея интересная, и ее тоже нужно продвигать. Предложение номер 16. Фикс плюс новые моды. Что это значит? Игрокам хочется, чтобы пофиксили все сеты, потому что есть сеты проблемные, и в целом сетов мало, и можно было бы добавить еще, и это отчасти повлияло бы на боссов и на ваш заработок. Но поддерживать это предложение или нет, решать вам. Предложение номер 17. Добавить мотоциклы в игру. Когда-то была такая шутка на 1 сентября, когда разработчики в официальном сообществе выставили фотку мотоцикла и написали, что скоро релиз. И в целом мотоциклы тоже неплохая тема, и для них тоже можно было бы сделать какой-то отдельный класс, отдельные состязания, и это тоже одобрило бы большую часть аудитории. В целом, в драге участвуют даже фуры, трактора, и их тоже можно было бы занести в игру. Но это уже, наверное, перебор. Но мотоциклы я бы увидел, и я бы эту идею тоже поддерживал и продвигал. Предложение номер 18. Изменения в кланах. В кланах уже давненько ничего не менялось, прям кардинально, да, изменилась недавно внешность клана, изменились некоторые правила, но мне кажется, что кланы можно еще допиливать и допиливать. В целом было бы круто, можно было бы выбрать вид парковки, изменять вид внешних зданий и прочее. Сами правила кланов улучшать, наборы и
Короче, в кланах есть куда думать, и если у вас есть что предложить по этому поводу, пишите об этом в комментариях. А мы идем дальше к предложению номер 19. Это одно из самых лучших предложений, которые я увидел в комментах, это гонки со ставками. Мне кажется, это круто было бы. Если у вас в игре есть уже бабосик, то почему бы вам не поучаствовать с кем-то, у кого тоже есть бабосик, на определенные ставки. Вот, допустим, вы выбрали ставку, нажали искать, вам падает соперник, вы соглашаетесь или не соглашаетесь, но не видите его количество лошадок. После чего вы делаете заезд, и по результатам заезда награда уходит победившему либо проигравшему. Знаю, что многим эта идея уже понравилась, как вы только услышали, так что продвигайте этот ролик к модерации. И последнее предложение, которое мы сегодня обсудим, это предложение 20. Поддержка созданного. Созданного я про все. Про автомобили, которые теряют популярность в игре и уходят. Не нужно их убирать, пускай будут. На них тоже есть своя аудитория. Испытания, которые не развиваются. Вы их добавили, вы их и развиваете. Фиксите баги, оптимизируйте игру, добавляйте новые детали, следите за старыми. Следите за боссами. В целом, вот то, что создали, то и поддерживайте дальше. Развивайте и не забывайте про то, что вы уже добавили в игру. Да, это лишь предложение, но по факту так и должно быть. То, что вы делаете, то вы должны дальше продвигать. И разработчики отчасти так и делают, но иногда забывают про некоторые фишки, которые они добавляют. Так что исправляйтесь. И это было последнее предложение, 20-е. Вы, конечно же, предложили намного больше, но вот это ту часть, которую я решил и смог вставить. Пишите еще, какие предложения у вас есть. Продвигайте этот ролик, ведь если его увидит большая часть аудитории, то таким образом вы сможете как-то добиться до модерации, до разрабов и какую-то из ваших идей поддержат. Не знаю, какая реакция у вас сложилась после просмотра, но, друзья, пришло время закончить наш сегодняшний разговор, но перед тем, как я уйду, давайте вместе создадим что-то уникальное. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжить получать подобный контент, вы можете сделать следующее. Поставить лайк под этим роликом, чтобы выразить свою поддержку. Оставить комментарий с вашими мыслями и идеями по улучшению игры уличной гонки. Ваши предложения могут вдохновить и помочь сделать игру лучше. Если вы еще не подписаны на канал Дифи, нажмите на кнопочку подписки и включите уведомления, чтобы не пропустить следующие увлекательные видео по вашей любимой игре. И поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они могли тоже погрузиться в мир уличных гонок и вы смогли вместе наслаждаться геймплеем. Спасибо, что были со мной сегодня, давайте вдохновлять друг друга и создавать удивительное сообщество геймеров. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.